В прошлом видео мы разобрались, что такое люксовая обработка бокового кармана брюк и как она выглядит в изделии. Сейчас я вам покажу, как такая обработка выполняется и те приемы, благодаря которым она становится люксовой. Это канал Шьем с умом, с вами Александра. Давайте начнем. Начнем с подготовки лекала. Я его отрисовываю прямо на лекале передней части брюк. Размеры линий кармана я сняла со своего кармана, который для меня удобен. Направление долевой отмечено стрелкой. Окончание нижней линии мешковины не стоит поднимать слишком высоко. Я на своем кармане отступила 2 см от нижней точки входа в карман, и мне было не очень удобно работать. Рекомендую отступать 4-5 см. Отчерчиваем линию подзора, отступая примерно 6 см от линии входа в карман. Если будете делать отрезную обтачку, то отмечаете линию обтачки, отступая примерно 3 см от входа в карман. Нижний конец обтачки выводим в боковой шов. Это нам облегчает работу на сборке. Переводим детали на кальку, вырезаем. Готово. Следующий этап – это раскрой деталей. Для подзора и обтачки мы добавляем припуски 1,5 см. Для раскроя мешковины складываем ткань вдвое. Добавляем припуски 1,5 см и по линии бокового шва 2,5 см, чтобы закрыть все срезы. По линии пояса возьмем для подстраховки 2 см. Также нужно наметить линии обтачки, подзора и входа в карман. Мы раскроили наши детали. Давайте посмотрим, что у нас есть. Деталь подзора с отмеченной линией входа в карман. Деталь мешковины цельнокроенная. Здесь нужно обязательно поставить надсечки на линии сгиба, они нам понадобятся. Также желательно как можно точнее отметить линию бокового шва и линию входа в карман. Я их предпочитаю отмечать копировальными стежками, потому что их видно с двух сторон и они наиболее точные. Мне это кажется удобнее. Также у нас есть основная передняя деталь брюк. Здесь также мы отмечаем линию входа в карман. И если мы делаем цельнокроенную обтачку, то припуск вот в районе входа в карман нужно делать максимально возможным. Ну и также у нас есть задняя деталь брюк. Сборку кармана мы начинаем с того, что соединяем подзор с мешковиной. Для этого нужно совместить наши отмеченные линии. Совмещаем уголок бокового шва и линии притачивания пояса. И нижние точки входа в карман на одной и на другой детали. Нам нужно подогнуть внутреннюю линию подзора. Можно приутюжить, можно не утюжить. Здесь какая-то предельная точность не требуется. Закалываем и, отступая 1-2 мм от сгиба, настрачиваем подзор на мешковину. Мы настрочили наш подзор. Теперь нужно отогнуть и не забыть срезать излишек припуска изнутри, чтобы не давал лишней толщины. Также по нижнему краю подзора нужно срезать припуск, оставив 5 мм от линии стачивания мешковин, от нижней линии. На следующем этапе нам нужно сложить 2 мешковины в обратную сторону, то есть так, чтобы у нас подзор оказался снаружи. Мы ориентируемся на наши надсечки и формируем сгиб. Выравниваем срезы. И теперь нам нужно проложить строчку, соединяющую мешковины, отступая 5 мм примерно от нашей отмеченной линии. Наша строчка не должна захватывать нижний срез подзора, а пройти как раз вдоль этого среза до самого конца. Мы соединили наши мешковины. И теперь нам нужно также остаток припуска срезать до ширины примерно 3 мм от строчки. И после этого мы выворачиваем мешковину обратно. И на следующем этапе нам важно, чтобы наш сгиб мешковины был ровно в том месте, в котором он планировался. Поэтому мы ориентируемся на наши надсечки, внимательно выкладываем наш сгиб и выкладываем наши мешковины по линии стачивания. Нужно, чтобы не было нахлестов одну на другую.
И нам нужно все это проутюжить хорошенько. После этого мы прокладываем строчку шириной 5 мм по нижней линии мешковины. Итак, мы обработали нижнюю линию нашей мешковины. По-моему, получается неплохо. С обратной стороны это выглядит вот так. И на следующем этапе перед нами стоит задача обработки линии входа в карман. Для этого нам нужно ее усилить. Портные используют разные материалы, такие как нитепрошивной клеевой флизелин, проклеивают, либо используют специальную тесьму. Я пробую использовать кромку от карманки. Самое главное в этом материале в том, чтобы он имел минимальную толщину и минимальную эластичность. Наш усилитель нам нужно приложить обязательно изнутри. И я предпочитаю его наметать, потому что у нас здесь будет несколько слоев, чтобы они нам не мешали в работе. После этого мы берем нашу основную деталь брюк и мы совмещаем нижнюю и верхнюю точки входа в карман на мешковине и на основной детали. И закалываем. Если бы мы работали с отрезной обтачкой, то мы сейчас точно так же бы усилили линию входа в карман, и после этого настрочили бы нашу отрезную обтачку по линии входа в карман. С цельнокроенной обтачкой мы прокладываем строчку по линии входа в карман и соединяем нашу основную деталь с деталью мешковины. Строчку нужно проложить не дальше, чем нижняя точка входа в карман. Посмотрим, что у нас получилось. Мы видим нашу строчку по линии входа в карман, которая заканчивается в нижней точке входа в карман. Изнутри мы видим наш усилитель, и между усилителем и основной деталью брюк наша карманка. Теперь нам нужно срезать излишек карманки аккуратно. Так, теперь мы загибаем нашу основную деталь и уже формируем линию входа в карман. И здесь вот какой момент. Если мы будем загибать нашу основную деталь до конца, то у нас вот в этом месте получится очень большая толщина, потому что здесь мешковина, здесь усилитель, и притачивая вторую заднюю деталь брюк, здесь получится очень большое утолщение. Поэтому нам нужно сделать рассечку. По основной детали рассечка должна идти перпендикулярно линии бокового шва и останавливаться прямо по линии бокового шва. Не бойтесь дорезать прямо до самой линии. Это место мы потом закрепим закрепкой. И у нас получается вот таким образом. И здесь уже нет никакого утолщения. Данный сгиб нам нужно приутюжить, и потом обработка будет зависеть от того, как вы собираетесь оформить линию входа в карман. Либо это будет отделочная строчка машинная, либо ручная. Я решила проложить машинную отделочную строчку. Теперь мы отгибаем основную деталь, и наша задача подогнуть и обработать внутренний край обтачки. Мы ее фиксируем. Потом раскладываем. И прокладываем строчку, отступая 1-2 мм от сгиба. Я проложила строчку и зафиксировала внутренний край нашей обтачки. Следующий этап у нас очень интересный, поэтому, что называется, следите за руками. Нам нужно соединить основные детали брюк. Для этого мы отгибаем нижнюю мешковину
но подзор оставляем. Фиксируем ее чем-нибудь. Далее совмещаем наши линии и уголки. Боковой шов должен пройти четко через конец рассечки и нижнее окончание линии входа в карман. За этим нужно отдельно проследить. И что у нас здесь интересного? Если мы будем стачивать наши основные детали брюк вместе с мешковиной, так как это делается обычно, то у нас здесь получится очень большая толщина. Поэтому мы сделаем рассечку, которая нам позволит убрать из этой строчки весь пакет нашего кармана. И среди портных я видела разные способы. Кто-то делает рассечку в том же месте, где мы делали в первый раз, то есть на уровне нижнего конца входа в карман. Кто-то отступает немножко ниже, на 1-1,5 сантиметра. Я предпочитаю тоже отступить, чтобы у нас не было такой точки, где у нас рассечены очень много деталей. Мне кажется, такой способ надежнее. И теперь как мы делаем рассечку? Нижнюю мешковину мы отогнули, подзор и верхнюю мешковину мы подрезали. По такому же принципу, как и первая рассечка, то есть перпендикулярно линии бокового шва, также загибаем то, что мы отсекли. И у нас что получается? Что у нас в боковой шов входят по нижней части у нас просто две основные детали. Сверху у нас заходит наш отрезной бачок или подзор, который мы стачиваем с передней деталью. И на небольшом участке у нас в этот шов попадает еще кусочек мешковины. То есть на небольшом участке у нас будет все-таки небольшое, но утолщение. Но основная толщина у нас в шов не попадает. И мы можем спокойно проложить строчку. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы уже близки к финишу. Мы проложили строчку. И теперь нам нужно провести влажно-тепловую обработку нашего бокового шва. Приутюжить и разутюжить припуски. Чтобы это удобнее было сделать, нашу рассечку можно немножко продолжить от линии бокового шва на ширину припуска, чтобы нам удобно было этот припуск отогнуть и потом накрыть мешковиной. Мы разутюжили боковой шов. Теперь мы можем отколоть мешковину. И наша задача будет накрыть нижней мешковиной срез бокового шва. Мы ее подгибаем, ориентируя сгиб прямо по срезу. И тоже это для удобства лучше сначала приутюжить и потом проложить строчку, отступая примерно 1-2 мм от сгиба. Что касается вот этого краешка, то лишние хвостики можно обрезать. И здесь тоже сантиметр верхней мешковины можно убрать. Для меня была загадка, как вообще эта верхняя мешковина фиксируется в нижней части кармана. Оказалось, что никак не фиксируется, она просто подгибается. Она просто находится под нижней мешковиной. И вот таким образом настрачивается. И потом вот так вот кладем и прокладываем строчку. Мы проложили строчку, и я предлагаю полюбоваться, какая у нас получилась красота. Все срезы закрыты. С другой стороны также все чисто, нигде не торчит никакая махра. С лица нам осталось поставить закрепки.
по концам линии входа в карман. В целом я очень довольна. А еще мне было бы интересно услышать ваш отклик, так что пишите в комментариях, как вам такая обработка. Как видите, если разобраться, в этой обработке ничего сложного нет. И если получилось у меня, то получится и у вас. Это канал «Шьем с умом». С вами была Александра. Пока-пока.